На что способна одна солнечная панель, как ее еще называют, балконная, 280 Вт, но по факту она дает 350, так же самое, как и та. Сейчас я все детально и подробно покажу и расскажу в видео этом. Цена ее на сегодняшний день, 26 год, значит июнь месяц, $40. Ее можно приобрести за $40. Стоимость такой солнечной панели сейчас можно приобрести за $90 до 100. Цена туда-сюда прыгает, но мощность данной солнечной панели 450 Вт. Но по факту она выдает 558 Вт. Сейчас все в деле покажу и расскажу. Значит, рассказываю для многих, кто не знал. Не все контроллеры могут от одной солнечной панели запускаться и заряжать аккумуляторы. Но данные контроллеры проверены годами. Вот у меня второй. Вот от них может работать одна солнечная панель. И 40 вольт, и 30 вольт солнечная панель, там 100 ватт, чтобы выдавала. То есть от одной любой солнечной панели включили, и у вас заряжаются аккумуляторы, и работает станция от одной солнечной панели. 12 вольт, значит, если у вас собрано оборудование, здесь максимум до 700 ватт панель может тянуть. 700 уже нежелательно, там 600 можно, как бы в практике проверял, тянет, ну, то есть никаких ни перегревов, ничего не происходит. Есть еще бюджетные, вот такой вот контроллер. Значит, что мы здесь видим? Мы видим при 12 вольтах можно 390 ватт. Я 350 ватт сюда максимум панель подключал, вот, больше не проверял. Ну, если кто-то думает, что он сильно маленький, малоспособный, сегодня и сейчас я скажу, что здесь реально дело не в размере, но он играет свою роль, полноценно выполняет, и за те копейки, которые можно приобрести за $5, он себя окупает вполне. Да, я согласен, что шим-контроллер, он режет немного мощности солнечной панели, он не допускает всю, как бы, но тем не менее, я скажу, что в такой ситуации, в которой сейчас находимся мы, это очень даже спасает. И более того, если мы какой-то МППТ сюда бы подключили, то он бы не работал бы от солнечной панели и даже бы не заряжал бы аккумуляторы. Сейчас наглядно покажу. Вот у нас хмурая погода. Мы будем экспериментировать сейчас панель, вот эту, заданных 280 Вт. Ну, по факту, как я уже сказал, хороший солнечный день выдает 350. Вот у нас сейчас инвертор отключен, мы включаем. Запускается вентилятор. Вентилятор у нас мощностью 45 Вт. То есть, несмотря на то, что сейчас хмурая погода, небольшая просадка есть. Ну, 0,8 ампер это вообще ни о чем в такую погоду, да, согласен. Но, как видите, вентилятор работает. И если бы мощность напряжение упало бы до там 12,5, то тогда бы это бы кушалось бы полностью бы с аккумуляторов. А так как вы видите, здесь 13 вольт, и плюс еще что инвертор поедает немного, в принципе просадки нет, значит у нас 50 ватт вот спокойно функционирует, причем работает это от солнечной панели. Так, ну давайте я сейчас его выключу и объясню сейчас. Многие задавали, ребята, вопрос, можно ли старые или разных фирм аккумуляторы подключать к такой системе? Да, конечно же, можно. У меня, видите, вот Bosch подключен и вот эта вот фирма. Это, к счастью, подключено у меня сейчас максимально все корректно. Вот два провода выходят с инвертора. Ну, вдвойне сложенных, для того, чтобы мощный пусковой ток выдерживал. Я сейчас покажу, какое оборудование буду запускать. Вот, у нас два тут провода, два тут идут. 2 четверки. Чтобы потерь меньше было и все запускалось мощно. Идет сюда один на плюс, другой идет на минус. Далее аккумуляторы подключены параллельно. Значит, вот идет у нас один провод от зарядного устройства уже. Вот это у нас сюда панель подключается. Куда, что подключается, нарисовано. Сюда мы панель подключаем, не путаем плюс-минус. Сюда аккумулятор. Вот. Потом объясню, что это такое. Рекомендую вообще дослушать это видео до конца, досмотреть. Я очень интересную вам в конце озвучу информацию. Где-то там дальше в ролике. Вот. Плюс у нас от зарядного приходит сюда. То есть, сейчас покажу, как в другой станции было просто у меня сделано. И до сих пор осталось. Еще нет времени переподключить. Вот у нас последовательно идут подключены аккумуляторы. Минус-минус, плюс-плюс. Все просто сюда вот на минус, на плюс у нас инвертор подключен. И от зарядного также на минус сюда, вот, чтобы было понятно, сюда инвертор, и минус от зарядного приходит. Сюда тоже от инвертора пришло, и плюс
от зарядного вот сюда он у нас пришел. И дальше все просто параллельно подключено. И я сюда подключал спокойно 200 ампер часов аккумуляторов. И вот этот данный инвертор выдерживает. Вот инвертор, показываю модель, все, кого что интересует. Реально 1,5 киловатта можно здесь работать, ну там 2,5 даже киловатта запускать. То есть электропилу я подключал, показывал в предыдущих роликах, но 1,5 киловатта я стабильно пользуюсь там кратковременно, чтобы его тоже не перегревать. Ну и классика, как я сказал, уже подключение. Значит, вот у нас куда-то прямо сюда висят два провода от зарядного, да? Вот у нас зарядная тут. От солнечной панели вот приходят два провода, 2 четверки. Просто вот так вот висят на аккумуляторе. Значит, инвертор у нас сюда к плюсу и к минусу сидит сразу. И все уже остальные аккумуляторы параллельно подключены. Значит, вот эти два аккумулятора будут разряжаться немного быстрее, чем вот эти два. Вот это единственное, в чем побочка такого подключения. И заряд немножечко будет неравномерно происходить. Так же само я сейчас это для примера оставил, чтобы все понимали, что так делать нежелательно. Ну вот. И много кто спрашивает, если вдруг аккумуляторы сильно просели, можно ли при включенном инверторе, но обязательно, чтобы была выключена солнечная панель, там, да, чтобы когда вы зарядное сюда вот к минус кинули, да, там зарядную на плюс, там, к примеру, сейчас у нас электричества нет, но вот и включаете в розетку, да, инвертор может вот так вот находиться в выключенном состоянии. Здесь нам нужно выключить сначала солнечную панель, мы выключаем. Вот так, вырубили тут солнечные панели. Я просто здесь ремонт сейчас делаю немного. И, кстати, это делал все от солнечной панели. Болгарки, перфораторы. И потом вот здесь выключили. Все, чтобы это была станция выключена. То есть не выключаем сначала аккумуляторы, потому что от солнечной энергии будет сюда идти электричество и может произойти перегрев. Ему нужно мерить там сопротивление, напряжение, сколько там подавать, куда должен быть аккумулятор обязательно подключен. Сначала выключаем панель, потом выключаем аккумуляторы и можем вот так вот заряжать их, чтобы эту всю приблуду не разбирать. В целом у меня здесь будет сейчас 6 таких аккумуляторов стоять. Если сейчас этот довосстанавливаю и этот восстановлю, и у меня будет их здесь 6 стоять. Вот. Так, ну мы можем видеть, что в моем счетчике электричества нет. Вот столб, пожалуйста. Тревога. Вот такое у нас утро. Можно уже шепотом не разговаривать, не переживать, что соседей побужу. Сейчас будем все просыпаться. Такое вот у нас небо. Так, ну давайте зафиксируем, сколько за сегодня я напалю электроэнергии. Как мы видим, сейчас 560 киловатт, 250 ватт. Фиксируем эту сумму и смотрим, сколько напалим и сколько будет проделано вообще различные работы. Сейчас вы видите, как работает бетономешалка от инвертора. Мощность бетономешалки 650 ватт. Да, какой сюда поставить инвертор, выбирать вам. Можно еще мощнее поставить, ну, в меру того, сколько может дать солнечная панель и ваши аккумуляторы. 4 таких аккумулятора могут дать 248 ампер-часов. 248 ампер-часов, если мы умножим на 12 вольт, мы получим 2976 ватт. Ну, короче, 3 киловатта, из которых 1,5 можно использовать. Смотрите, контроллер показывает 11 ампер и 50,8 вольт. Если мы возьмем 11 ампер, умножим на 50,8 вольт, мы получим 558 ватт от солнечной панели. Как видите, здесь больше, чем 450 ватт. И много кто спрашивает, что это за пощелкивания такие, как в метрономе у Джоя Джордисона на драмах. Ребята, это пощелкивание нормально, щелкает реле, это абсолютно нормальное явление, поэтому не переживайте. Итак, дамы и господа, давайте подсуммируем, сколько за целый день работы я напалил энергии от панели 280 ватт. Залил, значит, бетон. Это следующий день он вот высох, и показываю просто результат. Сейчас мы на счетчике видим 561 киловатт, 750 ватт. Те, кто не помнит, было 560 киловатт и 250 ватт. То есть мы напалили 1500 ватт. Киловатт 500 ватт. А вот у нас инвертор. Щелк. Все. Щелк. Вот так вот у меня и фиксируется этим счетчиком, сколько я напалил. И обещанное, значит, вот мы включаем сейчас этот инвертор. Обещанное мощное оборудование. Ну, например, чтобы вы понимали, какое здесь пусковое напряжение. Пусковой ток, вернее.
Значит, 1300 ватт болгарочка. Вот так вот. Подобный контроллер можно купить за $30. Если кто не знал, аккумуляторы, решать вам, какие ставить, какие инверторы. Просто главное, чтобы был вот такой контроллер, подобный какой-то, который может запустить одну солнечную панель. Друзья, вы так часто мне пишете в сообщениях, где можно приобрести солнечную панель. И, в принципе, да приобрести где угодно можно. Просто не всем можно доверять, как говорится. Где-то кто-то может недобросовестным оказаться. Поэтому я решил заняться, собственно говоря, этим всем делом. Я только вот ФОП до конца месяца открываю, и все эти солнечные панели, что у меня будут, поштучно можно будет их приобрести, я их буду тестировать, и мы можем в Телеграме, в Вайбере, где угодно переписываться, показывать ее рабочую способность, и что вас интересует, и, пожалуйста, буду отправлять, но до конца месяца, поэтому подпишитесь на канал, чтобы не пропустить такую возможность. Спасибо большое за просмотр.